Здравствуйте! В этом видео мы с вами будем вязать летний топ из хлопка спицами. Топ подойдет для размеров 42, 44, 46 и 48. Мой размер 42-44, и как он выглядит на мне, вы можете видеть на фото, которое размещено на экране. Видео выйдет в двух частях. В первой части мы с вами будем вязать основной узор и спинку топа, а во второй части свяжем перед и сделаем сборку изделия. Для вязания топа нам понадобятся нитки. У меня это 100% хлопок Газал Органик Бэби Котон в 50 граммах 115 метров. Цвет 417. Понадобилось мне 350 грамм. Ну вот немножечко осталось, буквально 20 грамм от 7 мотков. Далее нам понадобятся спицы двух номеров. Это номер 4 и номер 3,5. У меня спицы Чиагу на леске 40 сантиметров и 80 сантиметров. Ну, леску можно любую использовать. Далее маркеры карабины. Петельные маркеры нам нужны будут. Крючок номер у меня 2,5, можно до 3 использовать. Также трикотажная игла, острая игла, ножницы и счетчик рядов. Давайте рассмотрим выкройку нашего топа. Ширина топа составляет 53 сантиметра, и это 106 рядов. Далее, провязав 4 сантиметра 12 рядов резинки, мы с вами прибавляем 1 петлю, и на спицах у нас 107 петель. Далее вяжем основной узор на высоту 30 сантиметров, это 84 ряда. Прибавляем для рукавов по 6 петель и вяжем пройму. Высота проймы 15 сантиметров, 42 ряда. Скос плеча составляет 5 сантиметров, 14 рядов. Ширина горловины 28 сантиметров, это 57 петель. И плечевые скосы 31 петля, 15 сантиметров. Все этапы я показываю в видео. Этапы закрытия горловины спинки и горловины переда будут показаны в отдельной части видео. Там я все объясняю попетельно. Моя плотность вязания в 1 сантиметре 2 петли и 2,8 ряда. Давайте рассмотрим схему основного узора нашего топа. Раппорт узора в высоту составляет 24 ряда, в ширину 26 петель, плюс 1 петля для симметрии узора. Я вставлю вам фото узора на экран, чтобы вы смогли сделать скриншот, и узор был у вас перед глазами. В видео я показываю, как порядно вязать узор, поэтому я думаю, вы совсем разберетесь. Топ вяжется очень легко и просто. Я надеюсь, что к лету вы порадуете себя обновкой. Приступаем к вязанию. Возьмем спицы 3,5 мм и на одну спицу обычным способом наберем 106 петель. Сразу набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем без меня. Набрали петли. Постарайтесь, чтобы короткий конец нити при наборе у вас остался подлиннее, и мы впоследствии будем сшивать боковые швы. Приступаем к вязанию резинки 2 на 2. Первую кромочную петлю снимаем, далее провязываем 2 лицевые петли, первая и вторая. Далее вяжем 2 изнаночные петли, первая и вторая. Снова 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые,
2 изнаночные. Вяжем, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Встречаемся в конце ряда. Заканчиваем первый ряд. Мы закончили вот здесь 2 изнаночные петли и кромочную петлю провязываем изнаночной. Первый ряд резинки провязан. Поворачиваем работу и вяжем второй ряд. Первую кромочную петлю мы всегда будем снимать и последнюю провязывать изнаночной петлей. Второй ряд резинки вяжем по рисунку. Лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 петли лицевые, 2 изнаночные. Снова смотрим 2 петли лицевые, 2 изнаночные. Вяжем до конца ряда. Заканчиваем второй ряд резинки. Провязали 2 изнаночные петли и последнюю кромочную мы всегда вяжем изнаночной петлей. Таким образом повторяем первый и второй ряд резинки и вяжем в высоту 12 рядов. Вяжите без меня и встретимся. Провязали 12 рядов резинки и теперь нам нужно перейти на вязание основного узора. Мы с вами помним, что раппорт узора у нас равен 26 петель. Плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. У нас на спицах сейчас 106 петель. Если мы умножим 26 на 4 раппорта, у нас будет на протяжении всего ряда, то будет 104 петли, плюс 1 для симметрии это 105, и плюс 2 кромочные 107 петель. У нас 106, поэтому нам нужно связать один установочный ряд. Будем мы его вязать изнаночными петлями и в центре ряда добавим 1 петлю. Итак, вяжем. Первую кромочную петлю снимаем и далее изнаночными петлями провяжем 52 петли. Провязали 52 изнаночные петли. И теперь нам нужно сделать прибавку. Вот следующая у нас лицевая петля. Мы вводим спицу в петлю на ряд ниже и надеваем ее. И провязываем эту петельку изнаночной петлей. Далее вяжем ту петлю, которая была уже на спице, провязываем. И таким образом мы добавили 1 петельку. Продолжаем вязать изнаночными петлями до конца ряда. Кромочную петлю, помним, провязываем изнаночной петлей. Провязали изнаночный ряд, приступаем к вязанию основного узора. На счетчике рядов выставляем первый ряд. Берем в работу спицы 4 мм. Мы вязали до этого сами на 3,5. И вяжем первый ряд. Я буду показывать вам один раппорт. Далее до конца ряда вы будете повторять еще 3 раза этот раппорт. И в конце ряда мы встречаемся, я показываю, как мы заканчиваем ряд. Первый ряд вяжется таким образом. Первую петлю снимаем кромочную. Далее вяжем 1 лицевая петля. Следующая 1 изнаночная. Снова лицевая петля. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Далее вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого нам нужно поменять направление петель, вот этих 2 петель. Возвращаем их на спицу и вяжем их за передние стенки вот таким образом 2 вместе лицевой. Провязываем. Далее вяжем 2 лицевые петли. Накид, 1 петля изнаночная, снова 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем петельки, одеваем обратно
и провязываем 2 вместе лицевой. Далее вяжем накид, 1 лицевая, снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Не меняем направление, просто за задние стенки провязываем 2 вместе. 1 изнаночная петля, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее вяжем 1 изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Мы провязали 26 петель нашего раппорта. Теперь вам нужно повторить с первой, не считая кромочной, с первой по 26 петлю еще 3 раза. И в конце ряда встретимся. Заканчиваем ряд. Мы с вами провязали 4 раппорта узора. Осталось на спицах 2 петельки. И мы провязываем последнюю петлю лицевой и кромочную провязываем изнаночной петлей. Вяжем второй ряд узора. Работу поворачиваем на изнаночную сторону. На счетчике рядов выставляем второй ряд. Первую кромочную петлю снимаем. И в изнаночном ряду, во всех изнаночных рядах узора, мы будем петли вязать по рисунку. Изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми, накиды провязываем изнаночными петлями. Первая вот у нас идет изнаночная. Вяжем все по рисунку. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной и встретимся с вами в третьем ряду. Третий ряд узора. Вяжем раппорт. Первую кромочную снимаем. Далее провязываем 1 изнаночную петлю, 1 лицевую, 1 изнаночную, лицевую, изнаночную. Далее вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Направление изнаночной петли мы не меняем, а направление лицевой нужно поменять. Вот таким образом возвращаем 2 петельки и за передние стеночки провязываем 2 вместе. Далее вяжем 2 лицевые петли, накид, изнаночная петля. Далее вяжем снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Направление изнаночной не меняем. Направление лицевой петельки поменяли. Возвращаем обратно и провязываем 2 вместе лицевой. Далее вяжем накид, лицевая петля, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе петли лицевой вернее, с наклоном влево, не меняем направление. Далее вяжем изнаночную петлю, накид, 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем изнаночную петлю, лицевую, изнаночную и лицевую. Провязали 1 раппорт узора. Повторяйте еще 3 раза с первой петельки по 26. В конце ряда встретимся. Провязали 4 раппорта узора. Заканчиваем третий ряд. Для симметрии в конце ряда провязываем, осталось у нас 2 петельки, провязываем изнаночную петлю и кромочную вяжем изнаночной петлей. Четвертый ряд вяжем все петли по рисунку. Пятый ряд. Кромочную петлю снимаем.
Далее провязываем лицевая, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем изнаночную петлю, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязали раппорт узора, повторяем еще 3 раза и встречаемся в конце ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда для симметрии узора провязываем 1 лицевую петлю и кромочную изнаночной. 6-й ряд вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными петлями. 7-й ряд. Кромочную петлю снимаем, вяжем 1 изнаночную, 1 лицевую петлю, 1 изнаночную петлю. Далее провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля, изнаночная, лицевая. Накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем изнаночную петлю, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем 1 изнаночную петлю и 1 лицевую. 1 раппорт узора провязан. Продолжайте еще 3 раппорта и в конце ряда встретимся. Заканчиваем ряд для симметрии узора, провязываем изнаночную петлю и изнаночной вяжем кромочную. 8-й ряд вяжем все петли по рисунку. 9-й ряд. Кромочную петлю снимаем, вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее снова провязываем лицевую, изнаночную петлю, лицевую, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид, 2 лицевые,
2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля. Мы закончили раппорт. Повторяем еще 3 раза. Заканчиваем ряд лицевой петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 10-й ряд вяжем все петли по рисунку. 11-й ряд вяжем раппорт узора. Первую кромочную петлю снимаем, далее провязываем 1 изнаночную, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная петля, снова лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 2 лицевых и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Провязали раппорт. Повторяем еще 3 раза. Заканчиваем ряд изнаночной петлей для симметрии узора и кромочную петлю провязываем изнаночной. 12-й ряд вяжем все петли по рисунку. 13-й ряд кромочную петлю снимаем, далее провязываем 1 лицевую, накид, 2 лицевые петли, далее 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, вяжем изнаночную, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую петлю, снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, две лицевые и накид. Это наш с вами раппорт. Его мы будем повторять еще 3 раза. Заканчиваем ряд 1 лицевой петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 14-й ряд вяжем все петли по рисунку. 15-й ряд кромочную петлю снимаем, далее провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую, накид, 2 лицевые петли, далее провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем изнаночная, лицевая петля, изнаночная, лицевая петля, изнаночная, лицевая петля, изнаночная, лицевая,
изнаночная. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, две лицевые петли, накид и 1 лицевая петля. Это раппорт узора. Повторяем его еще 3 раза. Заканчиваем ряд изнаночной петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 16 ряд вяжем все петли по рисунку. 17 ряд вяжем раппорт. Первую петлю кромочную снимаем, далее провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 петли лицевых, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее 2 вместе петли лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная петля, 2 вместе петли лицевой с наклоном вправо. Две лицевые, накид. Далее вяжем 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Провязали раппорт. Продолжаем вязать еще 3 раза. Заканчиваем ряд 1 лицевой петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 18 ряд вяжем все петли по рисунку. 19 ряд. Кромочную петлю снимаем, вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Далее провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Раппорт нашего узора. Повторяем его еще 3 раза. Заканчиваем ряд, провязываем изнаночную петлю в конце для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 20 ряд вяжем все петли по рисунку. Вяжем 21 ряд. Кромочную петлю снимаем, провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная,
накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываем 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, две лицевых, накид, далее провязываем изнаночная, нет, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Раппорт нашего узора повторяем еще 3 раза. Заканчиваем ряд 1 лицевой петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 22 ряд вяжем все петли по рисунку. 23 ряд. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую петлю, изнаночную и лицевую петлю, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, две лицевые, накид. Далее провязываем лицевая, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная, лицевая. Провязали раппорт узора, повторяем его еще 3 раза. Заканчиваем ряд изнаночной петлей для симметрии узора и кромочную провязываем изнаночной. 24 ряд вяжем все петли по рисунку. Мы провязали 24 ряда, и это раппорт узора в высоту. До момента прибавления петель на рукав нам нужно связать 84 ряда узора. Это 3,5 раппорта. Один раппорт мы с вами уже связали. Провязываем еще 2 раза с 1 по 24 ряд и 1 раз до 12 ряда. И встретимся с вами. Провязали 84 ряда узора, вяжем 85 ряд. В этом ряду мы начинаем делать прибавки для рукава. Первую кромочную петлю снимаем. Далее вводим спицу в петлю на ряд ниже, вот здесь вот. Надеваем ее на нашу спицу и провязываем полученную петельку изнаночной петлей. Мы прибавили 1 петлю. После нее я советую одеть маркер, чтобы нам было видно, сколько петель мы добавили. И далее мы будем вязать наши петли по узору 13 ряда, так как это у нас сейчас идет 13 ряд. Вяжем лицевая, накид, продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда мы провяжем 1 петлю для симметрии узора и встретимся для того, чтобы прибавить еще 1 петлю. Довязали ряд до конца. В конце ряда связали лицевую петлю для симметрии узора. Теперь оденем маркер.
Вводим спицу вот сюда, вот под эту петельку, на ряд ниже. И провяжем изнаночную петлю. Тем самым добавим одну петельку для рукава. И кромочную провязываем изнаночной. 86 ряд вяжем все петли по рисунку. Вяжем 87 ряд. Он у нас по схеме 15. Первую кромочную петлю снимаем, и нам снова нужно сделать прибавку одной петли. Все прибавленные петли мы будем вязать жемчужным узором. То есть если у нас в предыдущем ряду это была изнаночная петля, то сейчас она будет у нас лицевой. Значит, мы должны поднять ниточку, петельку нижнего ряда, провязать изнаночной. А следующая петля, которая уже у нас была, мы провязываем лицевой петлей. Жемчужный узор — это когда у нас первый ряд, например, лицевая, изнаночная, второй ряд мы вяжем по рисунку, и в следующем ряду мы меняем. Там, где была лицевая петля, станет изнаночная, где изнаночная — лицевая. Связали, прибавили одну петлю изнаночную, связали лицевую петлю, перекидываем маркер. Теперь вяжем по схеме рисунка 15 ряд, повторяем 4 раппорта, заканчиваем петлей для симметрии и встречаемся для того, чтобы прибавить еще одну петлю в конце ряда. Заканчиваем ряд, провязали раппорт узора, закончили изнаночной петлей для симметрии, перекидываем маркер, провязываем прибавленную петлю, была изнаночная, вяжем ее лицевой. Теперь вводим спицу вот в эту петельку на ряд ниже и провязываем изнаночную петлю. Кромочную вяжем изнаночной. 88 ряд вяжем все петли по рисунку. 89 ряд. Снова прибавляем петлю, снимаем кромочную. Теперь смотрим, здесь у нас лицевая, изнаночная. Теперь изнаночная станет лицевой, а лицевая изнаночной. Значит, нам нужно сейчас прибавить еще одну изнаночную петлю. Поднимаем петельку, надеваем на спицу, провязываем ее изнаночной. И далее жемчужный узор. Была изнаночная, вяжем лицевую. И там, где была лицевая, вяжем изнаночную. Перебрасываем маркер. И далее вяжем раппорт узора по 17 ряду. Провяжем 4 раза раппорт. Закончим петлей для симметрии и встретимся. Заканчиваем ряд. Узор мы закончили лицевой петлей для симметрии. Перекидываем маркер. Далее смотрим, у нас здесь была лицевая петля, мы ее провязываем изнаночной. Изнаночную петлю провязываем лицевой. Вводим спицу в петельку на ряд ниже и провязываем ее изнаночной петлей. Кромочную вяжем изнаночной. Следующий 90 ряд. Все петли вяжем по рисунку. Мы прибавили по 3 петли в начале и конце ряда, а нам нужно прибавить 6 петель. То есть одна кромочная будет до маркера, вот наш маркер, одна кромочная и 6 петель должно быть. Продолжайте прибавлять без меня, провязывайте эти петли прибавочные жемчужным узором, а центральный основной узор вяжите по схеме. Мы выполнили 6 прибавок для рукава. Сейчас у нас до маркера одна кромочная петля и 6 прибавленных петель, которые мы вязали жемчужным узором. То же самое у нас в конце ряда. Прибавлены 6 петель и кромочная петля. Мы провязали 96 рядов узора. Это ровно 4 раппорта в высоту. Теперь обнуляем счетчик рядов. И начнем с вами вязать пройму рукава. Вяжем ее, начиная с первого ряда узора. Будем вязать 26 петель раппорта. И
одну петлю для симметрии в конце ряда. Но не забываем о том, что у нас вот эти вот первые 6 петель и последние 6 петель в ряду вяжутся жемчужным узором. Провяжем необходимое количество рядов для проймы и встретимся на скосах плеча. Мы провязали необходимое количество рядов для проймы. В моем случае это 42 ряда в высоту 15 сантиметров. И сейчас пришло время делать закрытие для скоса плеча. Давайте рассмотрим схему закрытия плечевых скосов и горловины спинки. В данный момент у нас на спицах 119 петель. 57 петель из них будет отводиться для горловины спинки, и по 31 петле у нас идет на плечевой скос. Высота плечевого скоса 14 рядов. Высота горловины спинки 8 рядов. Значит, нам нужно, будет разница у нас между горловиной спинки и плечевым скосом 6 рядов. Первые 6 рядов мы будем закрывать только плечевые скосы с обоих сторон. Здесь по лицевой стороне, с другой стороны по изнаночной стороне. Первое закрытие для плечевого скоса 4 петли. Снимаем первую кромочную петлю, следующую петлю провязываем лицевой и первую петлю накидываем на провязанную. Это первое закрытие, первая петля закрыта. Следующее смотрим, у нас изнаночная петля, провязываем ее изнаночной, перекидываем петлю на нее, вторая петля закрыта, следующая лицевая, перекидываем петлю, третья петля закрыта, и изнаночная следующая петелька провязываем, четвертая петля закрыта, перекидываем. Вот таким образом мы закрыли 4 петли. Далее провяжем еще 2 петли, которые мы добавляли для рукава, жемчужным узором, перекидываем маркер и далее вяжем по схеме узора. Это у нас 19 ряд. Я думаю, что к этому моменту вы уже все выучили схему узора и видите, какие петли нужно вязать. Вяжем по схеме до конца ряда. В конце ряда у нас 6 петель жемчужным узором и кромочная. Довязываем до конца и встречаемся. Довязали до конца ряда. Делаем следующее закрытие с противоположной стороны. Для этого поворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем 4 петли. Кромочную снимаем, смотрим. Лицевая, перекидываем первая петля, вторая петля закрыта, третья петля закрыта и четвертая петля закрыта. Это у нас изнаночный ряд, и в изнаночном ряду все петли мы будем вязать по рисунку. Вяжем до конца ряда, и для того, чтобы у нас закрытия были плавные, без ступенек, последнюю кромочную петлю мы не провязываем, а просто надеваем ее на спицу, не провязав. Довязываем ряд и последнюю петлю не провязываем, просто надеваем вот таким образом. Смотрим следующее закрытие, 4 петли. Первую петлю закрываем вот таким образом, вводим спицу в кромочную петлю и протягиваем следующую через нее. Далее это первое закрытие. Далее вторая петля закрываем. Можно снять уже маркер. Следующая у нас третья петля и четвертая петля. Далее продолжаем вязать узор по схеме. Это у нас 21 ряд. Смотрим схему и провязываем петли
Вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, переснимаем на спицу. Делаем второе закрытие, 4 петли в изнаночном ряду. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Далее это изнаночный ряд, вяжем все петли по рисунку. Вяжем до конца ряда. В конце ряда помним, последнюю петлю не провязываем, а просто переснимаем на спицу. Третье закрытие в лицевом ряду, 4 петли. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Далее вяжем по схеме, это у нас 23 ряд. Смотрим, здесь нам нужно сделать накид. Далее провязываем 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Таким образом продолжаем вязать по схеме до конца ряда. В конце снова не провязываем кромочную, а просто переснимаем ее на спицу. Третье закрытие в изнаночном ряду, 4 петли. Закрываем первую петлю, следующую провязываем изнаночную, вторую закрываем, третью, и четвертую. Это изнаночный ряд. Далее все петли вяжем по рисунку. В конце ряда последнюю петлю не провязываем. Мы с вами сделали по 3 закрытия с каждой стороны, с этой стороны и с этой стороны. Обратите внимание на то, что благодаря тому, что последнюю петлю мы не провязываем, а просто переснимаем на спицу, у нас нет ступенек. Все закрытие происходит плавно. Теперь давайте обратим внимание на схему. Разница между высотой скоса плеча и высотой горловины спинки у нас 6 рядов. 14 минус 8 равно 6. Значит, теперь мы должны с вами закрывать, мы уже 6 рядов эти провязали, и должны закрывать одновременно теперь петли и для скоса плеча, и для горловины спинки. В этом ряду, который мы сейчас будем вязать, нам нужно отметить центральные 19 петель и закрыть их. Отмечаем маркерами 19 центральных петель. Я отметила маркерами центральные 19 петель. И теперь мы смотрим, для скоса плеча у нас следующее закрытие 4 петли. Закрываем 4 петли, далее вяжем петли до маркера. Закрываем первую петлю. Далее провязываем лицевую, закрываем вторую петлю. Третью и четвертую. Далее вяжем узор по схеме. Значит, здесь у нас первый ряд, сейчас у нас схема узора. Получается, вяжем здесь изнаночную петлю. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид, 2 лицевые,
2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаем вязать до маркера и встречаемся с вами. Довязываем до маркера. Вот провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем изнаночную петлю. Маркер снимаем. И теперь нам нужно закрыть 19 петель до следующего маркера. Вяжем первую петлю, провязываем, вторую лицевой. Тут все петли будем лицевыми провязывать. Закрыли первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Продолжаем закрывать до следующего маркера и считаем петли. Доходим до маркера, закрыли 17 петлю, закрываем 18, маркер снимаем и закроем еще 19 петлю. У нас 19 петель на закрытии. Далее вяжем по схеме. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем по схеме узора, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, а просто переносим ее на спицу. Итак, в этом ряду мы с вами закрыли 19 центральных петель для горловины спинки. И теперь будем работать только с левой частью работы. Следующее закрытие у нас на плечевой скос в изнаночном ряду. 4 петли. Закрываем первая петля. Вторая. Третья. Четвертая. Далее в изнаночном ряду мы вяжем все петли по рисунку. Довяжем до вот этих центральных петель, до закрытия. Последнюю петлю не провязываем. Довязываем. Теперь смотрим следующее закрытие. 19 петель средних мы с вами закрыли в предыдущем ряду. Теперь следующее закрытие у нас 7 петель для горловины спинки. Закрываем первую петлю. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую. Шестую. И седьмую. Далее вяжем по схеме узора. Делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Продолжаем вязать до конца ряда по схеме узора. И в конце ряда не провязываем последнюю петлю. Следующее закрытие для скоса плеча. В изнаночном ряду закрываем 5 петель. Первая петля. Вторая.
третья, четвертая, пятая. Далее в изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку, последнюю петлю не провязываем. Следующее закрытие для горловины спинки в лицевом ряду 6 петель. Закрываем первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Далее петли вяжем по узору. По схеме смотрим, у нас здесь идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Далее смотрим изнаночная петля, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая и последнюю петлю не провязываем. Следующее закрытие в изнаночном ряду для скоса плеча 5 петель. Закрываем первую петлю, далее провязываем вторую петлю, закрыли, третью, четвертую и пятую. Обратите внимание на то, что когда мы закрываем плечевой скос, мы все петли вяжем по рисунку, что в лицевых рядах, что в изнаночных рядах. А когда мы закрываем горловину переда, простите, спинки, то все петли мы закрываем лицевыми, независимо от того, какими они идут по рисунку. Далее провязываем все петли. Это изнаночный ряд. Вяжем их по рисунку. И последнюю петлю не провязываем. Следующее закрытие для горловины спинки 6 петель. Закрываем первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Далее провязываем до конца ряда. Последнюю петлю мы не провязываем. На спице у нас осталось 5 петель, и в изнаночном ряду мы сделаем последнее закрытие для скоса плеча 5 петель. Закрываем первая, вторая, третья, четвертая и вот эта последняя пятая петелька тоже закрывается. Оставляем нить приблизительно 1,5–2 метра и обрезаем. Затягиваем эту петельку. Мы закончили работать с левой стороной.
Вот мы закрыли плечевой скос и часть горловины спинки. Теперь переходим к правой стороне работы. Возьмем крючок, введем его, вот это лицевая сторона нашей работы, введем его вот в эту петельку и подхватим вот этот верх петельки, которая была первая на закрытии. Возьмем кончик нити и присоединим вот таким вот образом. Завяжем один узелок, оставим кончик примерно 20-30, 20 сантиметров будет достаточно. И теперь мы с вами лицевой ряд здесь уже связали, когда закрывали вот эти 19 петель. И теперь приступаем к вязанию изнаночного ряда. Первую петлю мы с вами здесь провязываем. И в изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку до конца ряда. Последнюю петлю переснимаем не провязанную. Здесь у меня узелок, закончилась нить. Не обращайте внимания, потом мы ее спрячем. Вяжем до конца ряда. Провязали. Теперь смотрим в схему. В лицевом ряду мы закрываем для скоса плеча. Следующее закрытие у нас 5 петель. Закрываем первую петлю. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую. Далее вяжем по схеме узора. Делаем накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Изнаночная петля. Накид. 2 лицевые. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Продолжаем вязать до конца ряда по схеме. Обратите внимание на то, как мы заканчиваем этот ряд. Вот у нас здесь провязали мы лицевая, изнаночная, лицевая. Должен быть накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Но у нас уже осталось только 2 петли, поэтому накид мы не делаем, а провязываем просто лицевую. И последнюю петлю не провязываем, а снимаем. Следующее закрытие у нас для горловины спинки. 7 петель закрываем в изнаночном ряду. Закрываем первую петлю. Далее будем петли вязать изнаночными, так как мы в лицевом ряду вязали для горловины лицевые петли. Вторая петля. Третья петля. Четвертая. Пятая. Шестая. И седьмая. Далее все петли вяжем по рисунку. Это у нас изнаночный ряд. Последнюю петлю не провязываем. Следующее закрытие плечевого скоса в лицевом ряду 5 петель. Первая петля. Вторая. Третья. Четвертая. И пятая. Теперь вяжем петли по схеме, но тут обратите внимание, нам нужно будет связать здесь 2 вместе, но так как накид мы не делаем, то мы вяжем просто 2 лицевые. Далее провязываем лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, снова вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В конце ряда делаем вот здесь вот 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Вяжем 2 лицевые, как по схеме у нас идет. Накид. Далее провязываем лицевую, провязываем, простите, изнаночную. И последнюю петлю не провязываем, а снимаем на спицу. Следующее закрытие 6 петель в изнаночном ряду для горловины спинки. Закрываем первая петля. Далее провязываем вторая петля закрыта. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Далее все петли до конца ряда вяжем по рисунку. Это у нас изнаночный ряд. И последнюю петлю мы не провязываем, а переснимаем на спицу. Следующее закрытие на плечевой скос в лицевом ряду 5 петель. Первая петля. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Далее продолжаем вязать по схеме узора. Изнаночная, следующая лицевая, изнаночная и последнюю не провязываем, переснимаем. На спицах у нас 6 петель, и по нашей схеме нам осталось закрыть в изнаночном ряду 6 петель для горловины спинки. Закрываем первую петлю. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую. И вот эту последнюю шестую петельку закрываем, затягиваем, ниточку оставляем примерно 1,5–2 метра и обрезаем. Закончили вязать спинку. Вот таким образом она выглядит. Приступаем к вязанию переда топа. Продолжение мастер-класса во второй части. Ссылку смотрите в описании под видео.